25 лет назад, в 2000 году, Владимир Путин впервые стал президентом России. Четверть века – это большой срок. Шагните от 2000-го на эти же 25 лет в другую сторону, и вы окажетесь в 75-м. В самом эпицентре застоя, где Леонид Брежнев еще вполне здоров и бодр, а выпускник юрфака ЛГУ Володя Путин только поступает на службу в КГБ. Неудивительно, что многие детали тех времен уже забылись. Например, тот факт, что Путин тогда реально победил на выборах. И сомнений в его победе почти ни у кого не возникало. Путин преодолел дистанцию от малоизвестного чиновника до президента страны всего за полгода. Такой впечатляющий, чуть ли не фантастический взлет обеспечивался в частности тем, что Путин тогда декларировал и в чем, не без помощи грамотных политтехнологов, смог убедить избирателей. Давайте же посмотрим, какого Путина выбирали россияне президентом в 2000 году. Только перед тем, как начнем. Если вас тормозит YouTube, WhatsApp, не звонит или Telegram, в описании ссылка со способами обхода российских блокировок. Мы их регулярно актуализируем, а спонсирует эту рубрику MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которыми вы можете платить криптой, как обычными деньгами. Ссылка на MaxSwap в описании. Как выглядела реальность 2000-х глазами россиян? За последние 10 лет они пережили множество катаклизмов. Распад СССР, августовский путч, расстрел здания Верховного Совета, Первую Чеченскую войну, дефолт, взрывы домов. Естественное желание российского избирателя, чтобы подобных катаклизмов в будущем было как можно меньше. Он готов поддержать политика, который пообещает стабильность, не отменяя при этом достижения 90-х. Весной 99-го в ЦИОМ проводят опрос, за какого киногероя граждане готовы проголосовать на выборах. Среди лидеров оказывается Штирлиц. Образ умного силовика привлекателен для людей, уставших от десятилетия перемен. В августе 99-го президент Ельцин назначает премьер-министром Владимира Путина. Гражданам про эту персону известно немногое. Служил в КГБ, но уволился оттуда еще в 91-м. Работал у питерского мэра Собчака, видного демократа перестроечных времен, а с середины 90-х перешел в ельцинскую администрацию. 1,5 года, вплоть до назначения премьером, был директором ФСБ. Чего избиратели не знают, так это того, что Путин у Собчака отвечал в том числе за контакты с криминальным миром. Что существует множество доказательств его связи с мафией, например, с тамбовской группировкой. Что еще в начале 90-х комиссия Ленсовета расследовала схемы хищения редкоземельных металлов. Их Путин, как глава комитета по внешним связям, якобы продал за границу в обмен на продовольствие. Вот только указанные в контракте продукты в Питер так и не поступили. В общем, на поверхности видна только надводная часть айсберга по фамилии Путин. 31 декабря 1999-го Борис Ельцин подал в отставку, и премьер-министр Путин стал исполняющим обязанности президента. По сути, это был официальный старт его предвыборной кампании. На самом деле, она началась раньше. За день до отставки Ельцина Путин опубликовал в независимой газете программную статью «Россия на рубеже тысячелетий». В ней поднимались глобальные вопросы, явно выходящие за рамки полномочий премьер-министра. Как заставить заработать на полную мощность новые рыночные механизмы? Каким мы видим место нашего Отечества в мировом сообществе в 21 веке? На какие рубежи экономического, социального, культурного развития мы хотим выйти через 10, через 15 лет? Отвечая на эти вопросы, Путин говорит, что на раскачку времени нет и ставит цель к 2015-му догнать Португалию по ВВП на душу населения. Что выглядит вполне адекватно. Это не шапка закидательства хрущевских времен, не попытка устроить новую гонку вооружений с США. Речь о том, чтобы повысить уровень жизни россиян и приблизить его, пусть к не самой богатой, но все же успешной европейской стране. Целей этой Россия так и не достигнет, хотя будет близка к португальским показателям в конце нулевых. Но вскоре Путин окончательно сменит курс, и ему будет уже не до реализации знаменитого обещания. Какие средства нужны для достижения экономических целей? Путин перечисляет 3 пункта, и первый – это российская идея. В статье будущий преемник утверждает, что он против восстановления государственной идеологии в любом виде. Там, где есть государственная идеология как нечто официально благословляемое и поддерживаемое государством, там, строго говоря, практически не остается места для интеллектуальной и духовной свободы, идейного плюрализма, свободы печати, а значит и для политической свободы. Российская идея, по словам Путина, это сплав общечеловеческих ценностей, таких как свобода слова и право на собственность,
с ценностями исконно российскими – патриотизм, державность, государственность, что бы это ни было, и тяга к социальной солидарности. Следующий пункт в списке – сильное государство. На этом месте можно подумать, что, Путин и раскрывает тут свое истинное лицо. Но буквально с первых строк автор делает такую вот оговорку. Это не призыв к тоталитарной системе. История убедительно свидетельствует, что все диктатуры, авторитарные системы правления приходящие. Неприходящими оказываются только демократические системы. При всех их недостатках ничего лучшего человечество не придумало. Тут опять же нужно понимать, какое было время. Россия 90-х – это слабое государство. К концу десятилетия россияне присытились политическими кризисами и мечтали о спокойной и стабильной жизни. Такая жизнь неизбежно наступила бы. Благодаря рыночным реформам налаживалась экономика, постепенно приводились в порядок законы, государственные органы учились взаимодействовать с гражданами и друг с другом. Автор статьи просто уловил витавшие в воздухе настроения и изложил их на бумаге. Кстати, в этой же главе написано, что изменения Конституции не являются неотложной задачей. Мы имеем по-настоящему хорошую Конституцию, утверждает Путин, образца 99-го. Третий раздел статьи экономический. Тут Путин предстает сторонником цивилизованного либерализма. Основной принцип сформулирован так. Государство там и столько, сколько необходимо, свободы там и столько, сколько нужно. То есть государство должно выступать в роли координатора, который следит, чтобы соблюдались интересы и крупных корпораций, и малого бизнеса, и, конечно, граждан. Отдельно отмечается, что без интеграции российской экономики в мировую ничего не получится. Нужны и западные инвестиции в нашу страну, и поддержка российских производителей на международных рынках. Какие-то мысли в этой статье могут показаться спорными, но в целом она созвучна времени. Тут нет ни слова о коварном Западе, который нам угрожает, ни слова о борьбе с внутренними и внешними врагами, о необходимости сплотиться вокруг лидера. Весь текст выстроен вполне в духе ельцинского либерализма, но с акцентом на необходимость добавить порядка, системности и эффективности. Такими же последовательными и логичными выглядят первые кадровые решения Путина. О них поговорим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Все больше полезных сервисов становятся недоступными в России без VPN, которые тоже вовсю блокируют. Под ударом, например, оказались сервисы с протоколом OpenVPN. Его часто используют бесплатные сервисы. Многие VPN из App Store удалила Apple по запросу Роскомнадзора. Если вы хотите сохранить стабильный доступ к привычным сервисам, на хорошей скорости и без рекламы, подключайтесь к VPN Liberty. Роскомнадзор уже не раз пытался заблокировать этот сервис, и безуспешно. Liberty работает на рынке почти 2 года и знает, как обходить блокировки. У VPN Liberty есть в этом плане довольно полезная фишка. Он не просто скрывает от стороннего наблюдателя ваш запрос Google, но и маскирует его под взаимодействие с легальными сервисами, например, ВКонтакте или госуслугами. Эта технология называется XTLS Reality. С таким VPN вы можете смотреть мой канал на YouTube, обходя все блокировки, при этом ваш провайдер будет считать, что вы просто интенсивно переписываетесь во ВКонтакте. Напомню также, что бесплатные VPN-сервисы небезопасны. Они нередко торгуют данными пользователей. VPN Liberty же сервис анонимный. Даже сотрудники Liberty не узнают, куда вы заходили и что смотрели, ведь они не записывают и не хранят эту информацию. У VPN Liberty множество серверов в разных странах, причем локацию вы можете легко менять по своему усмотрению прямо в Telegram-боте. Если нужно зайти на российские сайты, недоступные за границей, VPN Liberty может и такое. У него есть сервера и в России. Так что подключайтесь к Liberty, а если перейдете по ссылке в описании и активируете бота, получите пожизненную скидку в 15% на все услуги VPN Liberty. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Мы обсуждали статью, в которой Путин высказывается в духе либерализма, но при этом предлагает добавить порядка, системности и эффективности. Такими же последовательными и логичными выглядят первые кадровые решения, когда после ельцинской отставки Путин становится исполняющим обязанности президента. До выборов Путин формально остается председателем правительства, но фактически роль главы кабинета берет на себя министр финансов Михаил Касьянов, который работал еще в правительстве Гайдара, а в середине 90-х был главным переговорщиком с западными кредиторами по урегулированию долгов бывшего СССР.
Касьянов – яркий представитель либеральной экономической команды. Делая его премьер-министром уже фактически, Путин подает сигнал о преемственности ельцинского курса. Другой понятный сигнал – на должность главы администрации президента назначается Александр Волошин, который много лет работал с Ельциным и считается одним из наиболее близких и доверенных его людей. В ту же администрацию возвращается бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Есторжемский. Ему поручается освещение в СМИ чеченской кампании. Ельцинская команда во многом составляет и предвыборный штаб Путина. В избирательной кампании, помимо прочих, участвуют Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс и Глеб Павловский. Люди, сыгравшие ключевую роль в выборах 1996 года, на которых Ельцин победил Зюганова. В первые недели нового 2000 года в Кремль один за другим приезжают заграничные гости. Министры иностранных дел Италии, Германии, Франции, Британии, генсеки ООН и НАТО. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, госсекретарь США. Во время официальных встреч они пытаются оценить человека, который, очевидно, скоро станет президентом России. Насколько он договороспособен? Собирается ли продолжить прежний курс или, может быть, настроен на конфронтацию? Надо сказать, внешнеполитическая ситуация для России начала 2000-х не такая благоприятная, как раньше. Отношения с США и НАТО заметно охладели после бомбардировок Югославии и эксцесса с разворотом самолета тогдашнего российского премьера Евгения Примакова прямо над Атлантикой. Европейские страны в это же время критикуют Москву за нарушение прав человека в ходе Чеченской войны. Обсуждается возможное введение санкций против России. Но Путину удается растопить лед. На высокопоставленных иностранных визитеров новый российский лидер производит вполне благоприятное впечатление. Особенно очарован председатель ПАСЕ лорд Рассел Джонстон. Его делегации разрешают съездить на Северный Кавказ и пообщаться с местными жителями, после чего лорд берет назад свои слова о возможном исключении России из организации. Голосование по этому вопросу на заседании ПАСЕ проваливается, разговоры о санкциях сходят на нет. Остальные посетители, включая американского госсекретаря Мадлен Олбрайт, отделываются протокольными фразами. Однако общий фон достаточно доброжелателен. Все решают, что Путин миролюбив и открыт к сотрудничеству. В марте 2000 года Путин, все еще в роли исполняющего обязанности, проводит первую встречу с лидером западного государства. В Петербург приезжает премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Путин везет высокого гостя прогуляться по Петергофу, показывает ему Эрмитаж и Мариинку. После этого визита глава британского кабинета станет одним из главных адвокатов Путина среди коллег по Большой Восьмерке. Вернувшись на родину, Блэр говорит журналистам следующее. Путин – высокоинтеллектуальный человек с четким представлением о том, чего он хочет достигнуть в России. Его Россия – это сильная держава, где царит закон и порядок. Это демократическая и либеральная страна. За несколько дней до встречи с Блэром Путин дает интервью телеканалу BBC, где говорит, что Россия может стать полноправным членом НАТО. Я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Так ставший мемом вопрос «Who is Mr. Putin», если и не получает прямого ответа, то хотя бы снимается с повестки. Кем бы он ни был, он прямой угрозы не несет и мыло не ест. Никакой предвыборной кампании в обычном смысле этого слова кандидат Путин не ведет. Он не участвует в дебатах, не ездит по стране, не встречается с избирателями. Его предвыборная кампания – будни его президента. Их буквально в прямом эфире транслируют федеральные телеканалы. А роль обращений к избирателям играют многочисленные интервью, которые он этим каналам раздает. Например, в середине января Путин общается с журналистом РТР Николаем Сванидзе. Существенная часть разговора посвящена кризису в Госдуме. Там в начале 2000-х случился конфликт по поводу распределения мест в комитетах. Отвечая на вопрос Сванидзе, не собирается ли Путин вмешиваться, Путин отвечает. Боже упаси, я этим заниматься не намерен. Я думаю, что влияние правительства и президентских структур на работу парламента должно выражаться в другом. Не в поддержке той или иной группы в борьбе за кабинеты, за должности и за машины с мигалками, а в продвижении каких-то идей, законопроектов. Да, мы тогда придем в Думу, мы будем просить, настаивать, убеждать, аргументировать. Вот в чем функция исполнительного
исполнительной ветви власти в его взаимоотношениях с представительной, а не в том, чтобы должности распределять там в Думе. Через несколько дней Путин дает интервью телеканалу ОРТ. Разговор заходит про отношения власти со средствами массовой информации. Михаил Леонтьев, который берет интервью, напрямую спрашивает, будут ли давить прессу. Вот что говорит ему Путин. И вот в СМИ, да, постоянно чувствуется такая линия, что вот-вот сейчас начнет давить. Находят признаки и симптомы. Как вы собираетесь строить свои отношения с СМИ? Знаете, я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития, и страна не будет иметь никакого будущего, если мы подавим гражданские свободы и прессу. Вот это просто мое глубочайшее убеждение, потому что это важнейший на самом деле институт, который гарантирует государство от скатывания в трясину тоталитаризма. Мы жили уже в условиях тоталитарной системы, и как бы она ни приспосабливалась к внешнему миру, ничего не получалось в сфере экономики. Но таким важнейшим инструментом, который гарантирует здоровье общества, является свободная пресса. В феврале 2000-го Путин в редакции газеты «Комсомольская правда» проводит свою первую прямую линию, отвечает на телефонные звонки россиян. Он успевает ответить на 38 вопросов про Чечню, про армию, про олигархов. Один из читателей спрашивает, что делать с коммунистами, которые причинили России так много зла. Путин отвечает. Если мы будем просто преследовать людей за их взгляды, убеждения, то это ни к чему хорошему не приведет. Нужно, чтобы люди на практике увидели, что те идеалы, которые мы с вами защищаем, а это идеалы демократии и рыночной экономики, приносят практический результат. И людям становится жить лучше, легче, они становятся богаче и чувствуют себя в большей безопасности. Ровно с такими вводными о кандидате в президенты, о его видении будущего, россияне идут на избирательные участки. Президентские выборы прошли 26 марта 2000 года. Путин победил в первом туре. По официальным данным, он набрал почти 53% голосов. Математик Сергей Шпилькин, который изучает выборы, позже подсчитает, что Путину прорисовали примерно 3 миллиона голосов. Однако, даже если убрать все аномальные голоса, победа Путина никуда не денется. Конечно, те выборы не были столь же честными, как, скажем, выборы 96 года. При этом, по сравнению с последующими выборами, 4, 12, 18 или 24 годов, они выглядят образцовыми. Победа Путина была обеспечена не фальсификациями и не вбросом голосов, а крайне удачным и выверенным пиаром. И тут мы переходим к самому важному выводу из всего этого разговора. Путин – продукт маркетинговый. Не будучи публичным политиком, он оказался пластилином в руках пиарщиков, политтехнологов, спичрайтеров, имиджмейкеров и телепродюсеров. Они привели его к власти. А значит, как любой успешный коммерческий продукт, Путина следует оценивать не как отражение личности. Как личность он человек без биографии, а как отражение потребностей избирателя в конкретный момент времени. Любой успешный коммерческий продукт – это история не про дизайн, не про рекламу, не про стратегию продвижения, а в первую очередь про то, что создатели верно учуяли какую-то проблему и предложили оптимальное решение. Условно, Uber верно почуял, что выросла и заработала денег целая страта людей, для которых общение с другими – это стресс, которые не хотят звонить оператору или тем более договариваться с таксистом на улице. Uber дал им возможность нажатием одной кнопки этого стресса избежать, на чем и преуспел. Uber преуспел потому, что оказался зеркалом социума из новой эпохи, как в свое время оказался и Путин. Путин образца 99-2000 отражение желаний массового избирателя, который не хотел больше выбирать между инструкторами обкомов и первыми секретарями горкомов. Условные Лужков, Примаков и Зюганов, в которых будто застыло позднее политбюро, оказались не ко времени. Избиратель безо всякой двусмысленности смотрел в сторону условного Запада, в сторону либеральных демократий, которые совершенно однозначно были экономическими, социальными, ценностными ориентирами. Избиратель хотел быть частью этого мира, а Путин вел себя как потенциальный лидер, который наконец-то перестал вертеть головой и ходить кругами и выбирает прозападный путь развития России. Который хочет брать пример с Запада, хочет состоять во всех клубах, организациях и союзах с западными странами, который наконец-то не страдает ни от какой фантомной боли холодной войны.
Избиратель при всех сложностях 90-х, при всей нестабильности, опасности, где-то нищете, совершенно не собирался отказываться от достижений этой эпохи. От свободы слова, политической конкуренции, от выборов, от рыночной экономики. И выбрал того, кто все это декларировал. Да, вступив в должность, Путин немедленно приступил к разгрому демократических институтов, начав с НТВ. Но избирался он не на этих идеях. Он не шел на выборы, как Дональд Трамп, не заявлял, что сейчас же тут станет диктатором и всех врагов народа скрутит в бараний рог. Более того, каждый этап разгрома демократических институтов тщательно маскировался. Никто не хвастался успешной диктатурой. Захват НТВ – это не уничтожение либеральной гадины во благо трудового народа, это конфликт хозяйствующих субъектов. Голосование за Путина в 2000 году – это не голосование за пересмотр всего, что случилось с 91-го, за реставрацию чего-то потерянного в прошлом. Избиратель 2000-го, в отличие от нынешнего, помнит, ничего хорошего в прошлом он не потерял. Он помнит, чем была советская власть, и не живет в иллюзиях о прекрасном былом. Голосование за Путина в 2000-м – это голосование за продолжение перемен. Возможно, за перемены с большей стабильностью для рядового человека, с чуть более сильным и функциональным государством. За то, чтобы бандиты боялись ментов, а не наоборот. Но избрание Путина, молодого преемника Ельцина, свидетельство, что курс Ельцина, в принципе, в понимании граждан, единственно верный. Просто нужен молодой, здоровый, не пьющий и членораздельно говорящий Ельцин. Молодой, либеральный, прозападный, но при этом функциональный и где нужно жесткий руководитель. Избрание Путина на этом созданном ему образе демонстрирует, что команда политтехнологов очень верно почувствовала настроение эпохи. Именно этого хотели люди. Не царя, не генсека, не жесткую руку, а того, с кем не стыдно продолжить путь в Европу. Сейчас сам тот факт, что Путин в частности шел на выборы при поддержке Союза правых сил, звучит как нечто абсолютно безумное. Но для того момента это совершенно естественно. Избиратель Немцова, Чубайса, Хакамады, Кириенко, образованный городской житель среднего возраста, ориентированный на Запад, это избиратель Путина из 2000-го. Потому что тот Путин не про возврат кокошников, пионерского галстука и традиционных ценностей. Путин из 2000-го – это догоним Португалию по ВВП на душу населения. За такого Путина тогда голосовали. Как же вышло, что страну получилось обмануть? Что голосовали люди за одно, а получили совершенно другое? Причем с помощью того же телевизора многих получилось убедить, что именно этого они и хотели. Это тема для отдельного разговора. Но нам с вами на будущее стоит запомнить из этой истории вот что. Нельзя выбирать котов в мешке. Да, из политика, который нигде ничего раньше не говорил, просто слепить любой маркетинговый продукт, который понравится гражданам. Но что будет такой политик потом делать, этого не узнаешь, пока он не получит всю полноту власти. Политики же, которые постоянно на виду, к ним всегда намного больше претензий. Из них намного сложнее что-то слепить. В их публичной биографии найдется масса ошибок, непоследовательных или даже некомпетентных действий, за которые их легко критиковать. Их репутацию гораздо проще уничтожить, но с другой стороны, они намного более предсказуемы, если получают власть. В 90-х был огромный запрос на полную смену лиц в политике. И это одна из причин, почему именно невзрачного и непубличного функционера проще было превратить в президента. Но превратившись в президента, он пошел совершенно не туда, куда выбиравшие его люди ожидали. До завтра.